Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, где мы с вами вспоминаем, какие масштабные модели выходили в различных европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня я вам покажу советский полноприводный автомобиль ЛуАЗ 969М в масштабе 1:43. И эта модель выходила в рамках серии «Культовые автомобили Польши» под номером 112 и была доступна в 2013 году. Изначально модель комплектовалась журналом, свой экземпляр я приобрел через интернет-магазин без журнала, и за эту модель я заплатил, по-моему, 3 евро 95 центов. И это не первый ЛуАЗ в моей коллекции, до этого у меня уже была аналогичная модель в песочном цвете, которая выходила в рамках российской журнальной серии «Автолегенды СССР», и также от российского варианта у меня остался журнал, который мы тоже быстро пролистаем. И российская модель выходила под номером 33 и была доступна в продаже в 2010 году. И ко мне модель пришла с небольшим дефектом. На водительском крыле есть небольшой мусор в лакокрасочном покрытии. Не стал убирать, потому что если снять этот нарост, скорее всего, повредится краска, и не хотелось перекрашивать эту масштабную копию. Но в целом это вполне хорошее изделие, которое после небольшой доработки будет вполне хорошо смотреться на вашей полке. И также, помимо российского издания, у меня в коллекции есть модель, которая выходила в рамках румынской журнальной серии. И эта модель выходила под номером 28 и была доступна в продаже в 2012 году. И этот вариант мы тоже рассмотрим в сегодняшнем видеоролике, сравним его с польским аналогом. И здесь модели отличаются цветом и также регистрационными номерными знаками. И у румынской модели также поставляется черный подиум в комплекте, а на польском и российском варианте подиума нет. И давайте быстро пролистаем журнал, посмотрим, что в нем написано. И как-то я уже говорил, мне нравится литература от Де Агостини. Если сравнивать ее с журналами от Madimeo Collections, то у Де Агостини более правильная литература, она собрана, скомпонована более грамотно, а в российской серии «Легендарные грузовики СССР» и «Наши автобусы» просто набраны картинки из интернета и кое-какая информация. И здесь на лицевой стороне мы видим фотографию настоящего автомобиля, и у нас в стране таких машин было очень мало, в основном они встречались в колхозах, в поселках, и мне запомнились как раз машины вот в таком салатово-зеленом цвете. А у польского варианта почему-то за основу взяли темно-зеленый защитный цвет хаки. И таких машин я вживую не встречал. Хотя, возможно, они тоже существовали. И также я помню, были автомобили серого цвета. Песочных вариантов я вживую не видел, но видел на фотографиях и в видеороликах. Если посмотреть журнал, то здесь также есть информация о том, как создавался этот автомобиль. Есть фотография опытного образца с немножко вида измененной передней частью. Также есть другие фотографии с испытательных полигонов, есть краш-тесты, информация о том, что происходило в стране в это время. Также есть цветное фото уже современного образца, вот именно такие серые машины я тоже видел вживую, и указаны дальние родственники. Это ДКВ Мунго и итальянская машина Самос Йетти, у которой примерно такие же размеры и такие же технические характеристики, как у советского аналога. Также есть плакат, который можно повесить на стену, и на плакате точно такая же фото, как на обложке журнала. И есть другие ракурсы панели приборов, рабочее место водителя, также некоторые узлы автомобиля, багажный отсек, мотор. И по традиции на последней странице есть техническая информация, схематический чертеж и также другие варианты исполнения. И здесь также есть ЛуАЗ 2403 в варианте Аэрофлот. И такую модель вы могли сделать при помощи набора для доработки. Снять съемный тент на модели, установить
деталь из набора, и также в наборе продавался комплект декалей, и вы могли просто декали наклеить на песочный автомобиль или перекрасить машину в желтый цвет. И, по-моему, набор для доработки продавали за 250 рублей, это практически стоимость самой масштабной копии. И на задней стороне есть анонс на то время, это ГАЗ М1, и такая модель тоже есть в моей коллекции, я давно делал на нее детальный видеообзор. И давайте посмотрим сам автомобиль из польской серии. Он поставляется в прозрачном блистере с серой подложкой, как и у других моделей из этой серии. И также здесь есть значок IST Models, который говорит нам о том, что эта модель сделана на формах ISTA. И модель от более дорогого бренда я в продаже не встречал, но, возможно, она существовала, и не могу сказать, в каком цвете была эта модель. Скорее всего, или в песочном, или в белом. Напишите в комментариях, кто знает точнее. Также здесь есть информация, которая касается производителя. Эти модели, естественно, изготовлены в Китае, здесь ничего нового нет. Но вот этот польский вариант, на удивление, аккуратно окрашен и аккуратно собран. И эту модель я взял, потому что мне у нее понравился защитный цвет, и она очень хорошо смотрится на фоне других военных автомобилей, а песочный автомобиль немножко выделяется из основной массы, но тоже его можно оставить для разнообразия. И как раз вы можете посмотреть, у машин отличаются регистрационные номерные знаки. И интересно то, что на этом польском варианте номера желтые. А я посмотрел в интернете фотографии польских версий, почему-то на тех машинах номера были черного цвета. Возможно, это или переиздание, или перепаковка из какой-то другой журнальной серии. Тоже напишите в комментарии, если у вас польские варианты, какие у него регистрационные номерные знаки. Здесь салон автомобиля сделан из черного пластика, окрашенного в массе. Конечно, его по-хорошему нужно окрашивать, чтобы он как-то контрастировал. И сквозь маленькие окошки проглядываются сиденья в заднем отсеке. Присутствует запасное колесо. Довольно хорошо сделали задние фонари. Они из прозрачного пластика, окрашенного красным лаком, но можно было обозначить сектора поворотников оранжевым цветом. И на некоторых моделях я делал такие доработки, и можете найти видеоролики о том, как дорабатывать светотехнику на моем канале. Также здесь белой краской обозначили огонь заднего хода, катафоты, черным цветом выделили небольшие бампера, также планку над регистрационным номером, также черной краской обозначили лючок бензобака, дверные ручки, и зеркало заднего вида здесь сделано из пластика, выглядит оно довольно просто. И у этой модели стеклоочистители отлиты вместе с плашкой лобового стекла, не самое лучшее решение, и на других журнальных моделях дворники делали отдельными элементами, но здесь почему-то решили сэкономить. И также здесь есть небольшие разводы на лобовом стекле, это тоже довольно частое явление среди журнальных моделей. Вполне хорошо смотрится светотехника, на них присутствуют небольшие рассеиватели, и здесь, в принципе, довольно нормальное решение, и в глаза не бросаются черные точки. Радиатор здесь из черного пластика, окрашенного в массе. Также установили поворотники, но почему-то их покрасили, как и задние фонари, красным лаком. Могли хотя бы их сделать оранжевыми. И здесь лучше сделана светотехника снизу у российского изделия, хотя бы белой краской обозначили габаритные огни. Поляки решили сэкономить. И на польском варианте на передних крыльях установили небольшие поворотнички круглой формы. Они нанесены краской, на российском варианте они отсутствуют. И вот так выглядят днища у двух масштабных копий. Здесь какой-либо разницы помимо надписи вы не найдете. И давайте я вам покажу еще румынский вариант. У него немножко отличается оттенок песочного цвета, и если вы сравните модель с российским изданием, то у румынской машины еще
покрыт лаком корпус и также блестит тент. У российского варианта он матового цвета. И, в принципе, все три модели имеют место быть в коллекции. Если вы большой поклонник автомобилей марки ЛуАЗ, можете смело покупать любую модель в свою коллекцию. Вот такой симпатичный автомобильчик, который я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. И пишите ваши комментарии. Есть ли ЛуАЗ в вашей коллекции? Из какой серии вы приобрели модель? Возможно, вы также делали какие-то доработки, возможно, сделали конверсию. Не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те автомобили, которые я не показывал на основном канале. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!